Из-за ошибки в бухгалтерии Пентагон поставит Украине оружие еще на $2 миллиарда. Неточные расчеты выявили при отчете правительства. Подобная ситуация возникала уже в прошлом году. Тогда из-за ошибки дополнительно поставили оружие на 6 миллиардов. С вами Нехта. Все самое важное и интересное к этому часу. Взрыв в Криму прилетело по воєнному аеродрому окупантів в Новофьодоровці. Я розумію, що коли мова йде про військовий аеродром, тим більше такий важливий, який є у Новофедорівці, Саки, завжди хочеться дуже багато знищених ворожих літаків. Чукотка тонет в городе Билибино. Затопило АЭС и аэропорт. Люди сидят без света. Так, ну вот, спасательная банда первую вахтовку спасли. Страсти перед открытием Олимпиады. Задержан российский шпион. Неизвестные диверсанты устроили коллапс на железных дорогах страны, а мигранты грабят спортсменов. Вчера пришли к нам на тренировку и ограбили нас. У Тьяго Альмады пропали часы, кольцо, все. И это все во время тренировки на Олимпиаде. Дорогие подписчики, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Ночной удар по Крыму. Атакамсы уничтожили радиолокационную станцию оккупантов у села Шелковичное и боекомплект на аэродроме Новофьодоровка Сакского района. 2 российских военных получили осколочные ранения, пишет канал «Партизан Крымский ветер». В то же время российский пропагандистский телеграм-канал «Файтер Бомбер» намекает на то, что вследствие удара среди российских военных есть и погибшие. Я розумію, що коли мова йде про військовий аеродром, тим більше такий важливий, який є у Новофедорівці, Саки, завжди хочеться дуже багато знищених ворожих літаків. Але я, чесно, акцентую завжди увагу на тому, а що відбувається з інфраструктурою того чи іншого військового об'єкту, перш за все аеродрому. Якщо не буде інфраструктури, тут все логічно, то зрозуміло, що ні злетів, ні посадок у цих літаків не буде. ВСУ отбили одну из крупнейших атак с октября прошлого года на западе Донецкой области. Российские военные пытаются восстановить инициативу и достичь быстрых побед, используя механизированный маневр, пишет Институт изучения войны. Впрочем, лобовые атаки оккупантов просматриваются легко на открытом участке фронта и лишь показывают, что военное командование не усвоило старые уроки, отмечают эксперты. Россияне атаковали одновременно с использованием 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкой бронированной боевой машины «Терминатор», 12 мотоциклов и примерно 200 человек личного состава с нескольких тактических направлений. Российские силы отступили после того, как ВСУ уничтожили первую волну транспортных средств. Российские силы не проводили более крупных механизированных атак в Украине с первых дней 4-месячной операции России по захвату Авдеевки в октябре 2023 года. YouTube замедляется в России. Как пишет «Дождь», у россиян уже возникли трудности с доступом к банковским приложениям, соцсетям и системе быстрых платежей. Кстати, если вы в России, напишите в комментариях, как у вас дела. Накануне депутат Госдумы Хинштейн заявил, что скорость работы приложения до конца недели замедлится на 70%, якобы из-за технических проблем. Ну а не из-за того, что РФ все больше скатывается в северокорейский сценарий абсолютно закрытой диктатуры. Конечно, смотреть YouTube будет некомфортно. А единственным решением является на сегодняшний день, собственно, как и всегда, и мы всячески рекомендуем всем задуматься, если еще не задумались до этого, это приобрести себе надежный VPN, который позволит обеспечить работоспособность тех сервисов, к которым вы привыкли. Вы, если включаете VPN на устройстве, вы туннелируете весь свой трафик через VPN. Да? Другая проблема, что, к сожалению, не все VPN сегодня доступны. И Роскомнадзор очень много делает для того, чтобы их стало еще меньше, этих инструментов. Другая проблема, о которой мы уже тоже долго шумим, что Apple и Big Tech помогают в этом плане Роскомнадзору, да, удаляя пачками различные сервисы. Но пока еще есть множество решений. Ну а
тем временем интересный факт. Жена Хинштейна, инициатора законопроекта о запрете YouTube и, собственно, рекламы в Инстаграм, сама же и продает рекламу на этой площадке. Актриса Ольга Полякова имеет более 200 тысяч подписчиков на заблокированной в РФ платформе. Российская Чукотка ушла под воду. Из-за сильных дождей из берегов вышла река Корольвие. Эпичные кадры потопа распространяют российские пропагандисты. В регионе ввели режим ЧС. Подтопило местную атомную электростанцию и даже аэропорт. Дороги к нему закрыты. Перелетевших из Магадана самолетом людей в Билибино доставляли вертолетом. Автобус с людьми застрял прямо по дороге в аэропорт. Люди в аэропорт ехали. Едут вообще. Так, ну вот, спасательная банда первую вахтовку спасли. Стекла побили, водитель пока в отказе. Все, сейчас прем дальше за второй. За одну ночь затопило все улицы, припаркованные автомобили. Без электроэнергии остались значительная часть домов. Также сильно поврежден пешеходный мост. Местные в чатах пишут, что ТВ не работает, мобильная связь еле ловит, интернет с перебоями, электричество тоже. Губернатор тем временем отчитался, что у него все под контролем. Сейчас проводится восстановление электроэнергии в тех зданиях, где ее отключили. Рабочая группа сегодня обследует состояние дороги Билибино-Кипервеем, чтобы приступить к ее восстановлению. Это займет определенное время. По аэропорту. Для нас главная безопасность пассажиров. Пока 3 рейса из Магадана отменены до понедельника. Сейчас задействованы все ресурсы МЧС, МВД, администрации района. Привлечена техника не только специализированных служб, но и горнодобывающих предприятий. Пропагандисты в эфире гостелеканала «Беларусь-1» показали приговоренного к смертной казни гражданина ФРГ Рика Кригера. В видео на целых 17 минут он вроде как добровольно признается в наемничестве и подготовке теракта по заданию СБУ. Напомню, Кригера задержали в Беларуси в ноябре прошлого года, обвинили в работе на Украину и приговорили к расстрелу. В пропагандистском сюжете Кригер плачет, обвиняет власти ФРГ в бездействии и просит помилования у диктатора Лукашенко. Якобы откровенное интервью было снято под угрозой насилия. По словам правозащитников, такой метод не редкость в Беларуси. Ранее МИД Германии сообщил, что знает о приговоре и работает над делом. Есть основания думать, что вся эта ситуация с Риком Кригером – договорняк Лукашенко с Кремлем. Ведь в Германии сидит на пожизненном заключении российский сотрудник ФСБ Вадим Красиков, который публично убил в Берлине политического беженца. По некоторым данным, руководитель Кремля хотел его выменить на Навального. Потом были попытки обмена на Эвана Гершковича, американского журналиста The Wall Street Journal, который взят в заложники на территории России и буквально на днях осужден к 16 годам тюремного заключения. Но Германия отказывалась. Сейчас же Лукашенко вместе с Путиным решили не оставить Берлину выбора. Взяли в заложники гражданина Германии и пригрозили ему смертной казнью. Российская ГРУ завербовала повара для срыва Олимпиады в Париже, но его погубил алкоголь. Дикую историю расследовали журналисты The Insider, Der Spiegel и Le Monde. Кирилл Грязнов работал в одном из мишленовских ресторанов, а потом участвовал в кулинарных шоу в России. В начале мая он должен был вернуться в Париж, но так напился, что его не посадили на самолет и внесли в черный список. По дороге до Франции он направо и налево хвастался работой на российские спецслужбы. Позже при обыске парижская полиция действительно нашла у него удостоверение сотрудника спецслужбы РФ. Да, идентификационная карта. Чтобы на всякий случай он мог доказать, если где-то остановит его ГАИ, скорее всего. И еще другие документы, которые указывали на то, что он сам курировал сеть людей во Франции, которая готовила в больших масштабах, как это называет прокуратура Франции, вторжение в Олимпийские игры. Это непонятно еще раз, что именно они собирались сделать, но это было
что-то достаточно кинетически, можно так его назвать, то есть достаточно насильственного рода события, которые планировались для того, чтобы он был обвинен именно по тому пункту закона, который грозит 30 лет. Мы сейчас с нетерпением ждем то, что мы не знаем, именно что они собирались сделать, чтобы помешать открытие Олимпийским играм. Церемония открытия Олимпийских игр состоится этим вечером в Париже, тем временем как Францию настиг транспортный коллапс из-за диверсий на железных дорогах. Нарушено сообщение между Лондоном и Парижем и еще на многих направлениях. Не исключено, что это дело рук подопечных российского шпиона Грязнова. На вокзалах огромные толпы людей, пострадали около 800 тысяч пассажиров. Тем временем, как мигранты в Париже грабят олимпийских спортсменов, у сборной Австралии по велоспорту вынесли из машины велосипеды, еду и даже нижнее белье. Позже жертвой стала и сборная Аргентины. У них во время тренировки украли ценные вещи. Вчера пришли к нам на тренировку и ограбили нас. У Тиаго Альмады пропали часы, кольцо, все. И это все во время тренировки на Олимпиаде. Мы не хотели ничего говорить после тренировки, но это уже слишком. Очевидно, что нам не нравится, что такое происходит. Друзья, большинство из наших просмотров не монетизируется, ну а независимая команда Нехта, ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира, постоянных донаторов, и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором, кнопка под этим роликом. Я же прощаюсь до следующего выпуска. До новых встреч!